Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом білкового печива з додаванням кукурудзних пластівців та кокосової стружки. А наприкінці відео нагадаю ще про один рецепт печива, тільки з горіховою крихтою. Пропоную приготувати обидва, бо кожне по-своєму смачне. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для печенья. Вот их совсем немного. 2 белка от крупных яиц, по весу это 80 грамм. И они должны быть комнатной температуры. 130-140 грамм сахара. И желательно взять мелкий, чтобы он лучше растворялся при взбивании. Также пакетик ванильного сахара, еще нужна будет щепотка соли. И 2 стакана кукурузных хлопьев. Стакан у меня емкостью 250 мл. Кокосовая стружка. Стакан на палец неполный. Она может быть мелкая и крупная, подойдет любая. Только объем в стакане тогда будет другим. Поэтому лучше взвешивайте. Взять ее надо 40 грамм. В первую очередь немного измельчаю хлопья, если они крупные. И берите свежие, хрустящие. Я их не прокатываю до крошки, просто придавливаю скалкой, и они под ней распадаются. Ну вот так вот и достаточно. Некоторые измельчились в крошку, некоторые остались целыми. Больше перетирать их не надо. Листик я уже тоже подготовила, накрыла его силиконизированным пергаментом. Вот теперь можно взбивать белки. Добавляю к ним щепотку соли и взбиваю на средней скорости до появления на поверхности легкой прозрачной пены. На это уйдет где-то минута. Вот так они запенились. За это время они станут более однородными, к тому же соль их разъедает. Увеличиваю скорость на 1 шаг и взбиваю до легкой пышности. Вот теперь можно добавлять сахар. Первые 3 порции делаю небольшими. У меня вот десертная ложка, и то набираю неполную, чтобы не осадить эту легкую воздушную пену. Каждую порцию взбиваю где-то 40-50 секунд. И вот теперь, когда белки уже более плотные, устойчивые, сахара можно добавлять больше. Скорость на максимально не увеличивайте, иначе белки быстро взбиваются до плотности, но в них не растворяется сахар. К последней порции сахара высыпаю пакетик ванильного и добавляю к белкам. Взбиваю их до пышности, плотности и до острых пиков. Лимонную кислоту в этом рецепте не добавляйте. Может, кто-то решит добавить по привычке, но не стоит, так как она отбеливает белок, а нам это здесь совсем не надо. И к тому же еще значительно увеличивает время выпечки. Показываю, какие должны быть белки, какой рисунок после венчиков. Сколько пустот в миске. И вот так хорошо они сохраняют свою форму. Острые пики не падают и тем более не стекают с венчиков. От того, насколько хорошо взобьете белки, зависит качество печенья. Вот теперь высыпаю сюда хлопья, кокосовую стружку. И хорошо перемешиваю, не интенсивно, не осаживая белки, но так, чтобы хлопья и кокос в них равномерно распределились. Вот такая получается масса. Можно отсаживать печенье. Беру ту же самую десертную ложку и вот так вот с помощью лопатки отсаживаю. Расстояние можно делать небольшое, печенье при выпечке не расплывается. Мешком отсадить здесь не получится, насадка будет забиваться, какой бы диаметр вы ни взяли. Хлопья остаются разного размера, поэтому лучше ложкой. Теперь чайной ложкой сверху выравниваю, не придавливая. Просто немного разглаживаю. Придаю им более приятную форму. И в это время уже нагрелась духовка, температура 180 градусов, сразу же ставлю выпекать. Печенье испеклось, выпекалось оно 10 минут при температуре 180 градусов.
Потом ее снизила до 170 и допекала еще 20 минут. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Остается таким же высоким, не растекается. В таком виде оставляю до полного остывания, не снимая на решетку. Пока листик горячий, пусть оно еще немного подсыхает, а потом покажу его на разломе. Оно хорошо подрумянилось сверху и подпеклось снизу. Легко снимается с пергамента, но берите качественный, силиконизированный. Это специальная бумага для выпечки. И тогда у вас с ней не будет никаких проблем, чтобы вы не выпекали. Дайте печенью полностью остыть и только потом подавайте. Вот такое оно на разломе. Тоненькая хрустящая корочка, а внутри воздушная и мягкая. Серединка жевательная, но благодаря кукурузным хлопьям тоже слегка хрустящая. По вкусу печенье очень похоже на начинку шоколадки Баунти. Обещала вам напомнить еще один рецепт печенья, только с ореховой крошкой. Называется оно «Миндальные ежики». Ссылочку на его приготовление обязательно оставлю в описании над рецептом. Отсаживать можно мешком, что намного быстрее и удобнее, но при выпечке слегка растекается. По внешнему виду и структуре оно совсем другое, а вкусом напоминает коржи киевского торта. Вот точно как киевский торт, только и того, что без крема. А это печенье уже на следующий день. Оно не высыхает до полной сухости. В середине остается мягким, немного тягучим, а по краешкам становится более хрустящим. Готовьте с удовольствием і приятного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.